Мои дорогие подписчики, всем привет, всем прекрасного настроения. Ну вот, начало Нового года, и как я обещала, в Новом году я буду рассказывать истории из своей жизни. И сегодня я хочу рассказать, наверное, одну из главных историй, как же мне руководить эмоциями. Это история моей любви, самой большой, которая была очень давно. Это случилось, когда мне было 23 года, а мужчина был на 19 лет старше. Это был очень талантливый доктор, реаниматолог Московской области, один из ведущих. Вот. И сейчас я так хочу погрузиться в это, чтобы рассказать вам максимально детально, максимально точно и передать все свои ощущения. Знаете, когда я его увидела, совершенно случайно мы познакомились, у него была невероятно теплая энергетика. У него были такие глубокие, добрые глаза. Там была бесконечность, такая теплая, уютная глубина. Он был настолько порядочный, что он даже как-то меня стеснялся. Он стеснялся как-то проявлять внимание, он стеснялся какую-то инициативу даже брать на себя. Он наблюдал за мной и тихо восхищался. Когда я узнала, что он работает врачом в реанимации, как вы уже поняли, я проявляю интерес ко многим вещам в жизни. И вот я, значит, напросилась к нему, когда он будет работать, дежурство, и наблюдала, как вот там все происходит. И мне очень жаль, что в наших странах врачам платят так мало, которые на государственной работе. У него было телосложение такое крупное, большое, такое вот, ну, он был выше меня ростом немножко, но очень такой крупненький. Руки у него были такие мясистые, такие вот прям как у медведя. Ну, это я так утрирую, но это были руки, которые спасали людей. Как он это все делал, сколько там могло быть людей за смену на работе, очень много. И как это все происходило, я имею в виду больных много. И там одновременно они все нуждались в помощи, потому что какие-то несколько минут и можно уже не успеть. Это просто невероятное зрелище. Эти люди должны быть очень богаты, им должны очень много платить, потому что это невероятные стрессы. Даже неудивительно, почему они там все выпивали. Я даже не могу вам передать, что я чувствовала, что я видела там. И вот потом этими руками он обнимал меня. Но это мы долго общались вначале. Я на него смотрела так, что он просто не мог устоять. Я настолько с восхищением вот это все как бы транслировала. И мне так это нравилось. И его душевная чистота, и его манеры, его отношение к людям. Его все любили. Причем, почему его любили? Потому что за его человеческую сущность. Когда они там организовывали какой-то праздник, собрание, отмечали вместе, они всегда приглашали меня. И вот я один раз пришла и говорю: доктор, я, в общем, изучила столько танцев, я там преподавала и аэробику, и пилатес, то есть я тогда зажигала на все стороны, так мне было интересно. Если вы помните, у меня образование высшее спортивное. Вот, я прошла повышение квалификации в университете Москвы. Кроме этого, у меня еще дипломы, но об этом немножечко позже, речь не об этом сейчас. И я, значит, говорю ему: я вот хочу сейчас изучать лезгинку, хочу просто научиться. Ну, я люблю все изучать, говорю, хочу все научиться.
Я говорю, вы меня можете поддержать вот в этом, вот станцевать со мной? Он говорит, да я не умею, но сделаю, с тобой сделаю. Там было полно врачей, там с разных отделений, там все сидели, там беседовали, а мы с ним плясали, он так меня пытался поддержать. Это так было весело, и потом как-то однажды он мне сказал, говорит, ты знаешь, он меня называл Вита. Ты знаешь, Вита, я никогда так себя не вел ни с кем. Я никогда вот не танцевал перед врачами. Ты знаешь, говорит, я же очень известный. Каждый месяц сюда приезжает телевидение. Я давал множество раз интервью на разные темы. Там еще открылось большое отделение гемодиализа. Он был очень счастлив от этого, что он может вот так масштабно помогать людям. И я ему ответила, говорю, ты знаешь, ты со мной можешь себя вести естественно, без масок. Вот ты хотел со мной танцевать, и ты станцевал, просто потому что ты хотел. А моя непосредственность, мой характер, он тебя просто расположил к этому. И действительно, он говорит, ты так действуешь на меня, то есть я могу с тобой быть собой, без масок, без вот этой наигранности, которую иногда нужно включать, в зависимости, с кем мы общаемся. Но вот с тобой я такой естественный, я такой настоящий. Это была очень такая большая любовь вообще. Но я тогда еще была, мне 23 года было, я такая смешнючая была, ну, как вот сейчас, только еще больше. Эти люди, они такие вот веселые, счастливые, радостные, на подъеме всегда. Они не любят рамок, расписаний, границ. Им сложно работать на кого-то. Их энергия требует свободы. Они любят наслаждаться жизнью и хотят получить от нее все самое лучшее. И что интересно, у них это получается. Люди с 22-м арканом, развиваясь по плюсу, делают только то, что им нравится. Они будут работать только на любимой работе, заниматься только своим любимым делом, жить с человеком, с которым им комфортно, которой тянется душа и свободны в общении. То есть они не будут идти против своей воли. Больше всего, знаете, что мне нравилось, когда мы встречались? Это садиться ему на колени. Ну, он такой крупненький был, и он меня кормил с ложечки. Это такие моменты блаженства, я вам даже не могу передать просто. И причем неважно, кто там был, даже если были его друзья, врачи, коллеги. И если я хотела, чтобы вот сесть на колени, чтобы меня приобняли и кормили, он с большим удовольствием это делал, неважно, кто был рядышком. Важно то, что происходило между нами. Когда я приходила в больницу, то все врачи собирались хотя бы на 30-40 минут, чтобы посидеть со мной. Я им что-то рассказывала всегда. Там, ну, врачи, мужчины в основном. Много там приходило, 7, 8, 10 мужчин. И вот он сидел, и я постоянно им что-то рассказывала, какие-то истории с института еще. Там много у меня историй, я вам потом буду все рассказывать постепенно. Вот, и вот это они все слушали, хохотали, говорят, Виктория, какая ты веселая, смешная. И я им это все рассказывала, отвлекала от этих стрессов, которые у них были на работе ежедневно. Ну, сами понимаете, что работать в большой клинике, где невероятное количество людей. И вот такой был всегда у меня праздник с ними. Никогда он меня не ревновал, ничего. Это были такие отношения чистые. Мы могли сидеть вот так полчаса, 40 минут и общаться на таком, знаете, тонком уровне. Потому что и у меня очень высокий эмоциональный интеллект, и у него очень развит. То есть мы общались, но без слов. Я не могу вам объяснить просто. Когда он услышал, что меня родители называют Вита, а не Виктория, он запретил врачам
в больнице называть меня Виктория. Говорит, не говорите на нее больше Вика, она Вита. Вита на латинском означает «жизнь». И он так и говорил всем. Я ее ждал всю жизнь. Вот. Он мной гордился, хвастался. И ой, я была уверена, что я легко это все скажу. Знаете, он ко мне начал приходить во сне, когда я стала жить в Египте. Несколько раз приходил и напоминал мне, что Виктория, любовь моя, держи планку. Ты должна помнить, что ты ощущала, когда была рядышком со мной. Вот что ты ощущала, что ты чувствовала. Он мне при всех целовал руки, вот так пальчики при всех. Вся больница знала, что я его любимая женщина. Несмотря на то, что я была очень, намного младше, на 19 лет, он так и говорил, ты женщина. Hey. Я же хочу все вспомнить вам, но я не смогу все рассказать. Я проявляю сейчас эмоции, и мне немножечко тяжело. Вот. Я знаю, вы меня спросите, где он. Он 14 лет назад умер. Да, 14 лет вот уже, как его нету. В один прекрасный момент позвонили мне врачи, женщины, и сказали: Вита, доктор умер. И он тебя очень любил. Но мы уже в это время общались меньше, потому что у него появился какой-то такой момент. Он начал думать, что я как-то люблю его за его статус, за то, что он такой врач великолепный. И, наверное, долго не предпринимал какие-то серьезные шаги. И мне стало тоже неинтересно. Я отошла. Мы просто с ним общались. Он меня иногда приглашал в больницу. И последний раз, когда мы виделись, вот так помню, в кабинете у него я сижу, он так сидит напротив меня. И он мне говорит: я тебя больше не люблю. А я ему говорю, так смотрю на него внимательно, спокойно. Говорю, я не пришла за признанием в любви, я пришла увидеть вас. И все, и молчу. А он потом наклоняется и говорит: дурилка, ты же любовь всей моей жизни. Как ты могла усомниться? Это он говорил и при всех, и наедине. Это было так красиво. Это было так трогательно. А последнее наше общение, это было, когда тоже какой-то праздник был. И вот он мне при всех врачах вот так... Это был такой диван, я вот так сидела, он мне лег на колени и говорит: Вита, я больше не могу без себя, давай жить вместе, я уже как бы сейчас достаточно зарабатываю, давай. И я говорю, надо. Там они выпили, были же все, что-то отмечали, я говорю, хорошо, будете трезвы, мы поговорим на эту тему, обязательно. И вот, потом через неделю мне позвонили
что доктор умер, да. И были же, конечно, грандиозные похороны, потому что его пришли хоронить, наверное, полгорода. И каждый его благодарил, знаете, за то, что он ему спас жизнь. Каждый рассказывал какую-то историю. Ох. Мне его всегда хотелось трогать, обнимать. Я сама очень тактильная, и вот мне все время его хотелось трогать. У него был такой основательный лишний вес, он комплексовал, хотя он не понимал, как я его люблю с этим лишним весом, потому что я его любила вот за невероятно красивую душу. Да, была такая чистота. Когда мы встретились уже после похорон со всеми женщинами, там, девушками, которые меня знали, и они мне, знаете, что рассказывали? Они мне рассказывали, что на протяжении вот этих нескольких лет были всякие там у них посиделки, праздники, и каждый раз Виктория, не, они меня называли Вита, и говорят, каждый раз Вита, он рассказывал нам о тебе, как он тебя сильно любит. Это к чему? Все. Я не знала даже, не знала, что он такой преданный, что он такой, этот невероятный был человек. Он был красивый, высокий, статный мужчина. Конечно, он нравился женщинам другим. Естественно, многие хотели, чтобы он был с ними, но его вот эта преданность. Знаете, когда мне позвонили врачи, я помню, когда они мне это сказали, это как часть тебя. Она вырывается, и ее больше нету. Я вот и с ним, и с Богом вот так разговариваю, сажусь. Я не хожу в церкви никогда. Я вот так разговариваю и с Всевышним, ну и с ним. Но как будто бы же принято, что душа поднимается в небо. Так вот. У него было больное сердце. Неудивительно, столько стрессов. Ну и плюс, я думаю, что так они расслаблялись, там, имея алкоголь, имея доступность. Это, по сути, был единственный способ разгрузиться от стрессов. Один раз он потерял девочку, ребенка. Он очень переживал. Врачи очень сильно переживают, дорогие подписчики. Вы просто не представляете. Вы знаете, что врачи плачут? Они выходят из палаты, и они плачут от того, что им не получилось спасти человека. Это очень серьезная боль. А я это все видела. Я это все видела. Вот. Ну вот, дорогие подписчики. Конечно, я вспомнила не все, потому что слишком эмоционировала. Но главную суть я вам передала.
что я чувствовала, когда рядом правильный мужчина, который любил, который заботился, который делал все для того, чтобы я улыбалась и была счастливая. Ни одной манипуляции. За все время ни одной манипуляции, ни одного вранья. Это была чистота, забота, нежность, восхищение. Если я доберусь до режиссера когда-нибудь в жизни, я сниму фильм обязательно. Я уже, наверное, не смогу быть в главной роли, но я хочу это все передать. Я так перед вами еще никогда не плакала. Между прочим, передо мной сидят 3 египтянки, такие красивенькие. Они поворачиваются, смотрят периодически, они же понимают, что я плачу. Но я не могу сдержаться, не могу. Вы знаете, я бы очень многое отдала, чтобы побыть 5 минут с ним. 5 минут, просто 5 минут. Поэтому, если у вас есть возможность любить своих любимых, обнимать, быть с ними, гладить. Так вот, волосы я его любила трогать. У него такие были кудрявенькие, мягкие волосы, такие темные. Я его просто любила трогать. Он такой теплый был, мне было так тепло с ним. И цените друг друга, обнимайте сейчас, целуйте сейчас, любите друг друга тоже сейчас. Просто в один прекрасный момент, может, вот так вот вам тоже позвонят и скажут, что вашего любимого человека больше нету. Я знаю, что вас всех интересует, откуда у меня сын. Я как-нибудь обязательно расскажу эту историю. Папа Маркуса из Нигерии. Это очень интересная история. И с тех пор, как в 2005 году Анджелина Джоли усыновила ребенка из Африки, с тех пор эта идея поселилась в моем сердце. И это невероятно интересная история. Это можно фильм снимать. Вообще вся моя жизнь, если я начну рассказывать вам, а я буду рассказывать, это можно брать сюжет и идти к режиссеру. Это что-то невероятное просто. Я ему очень благодарна, папе Маркусу. Его зовут Харрисон, между прочим. Я очень ему благодарна за сына, благодарна, что он принял такую мою позицию. Как-то так. Я уверена, что я рассказала лишь маленькую часть из этой большой любви. Но я немножечко сейчас уже, знаете как... Возможно, я расскажу в следующий раз, но суть я вам донесла урывками, как смогла. Но я очень, видите, волнуюсь, расплакалась. Не получилось по-другому, потому что я когда начинаю о нем говорить, мне кажется, что вот он здесь,
И что вот он меня слушает, понимаете? За все время, которое мы общались, он ни разу не сказал, что я как-то не так оделась, не так выгляжу, не такая у меня прическа или что. Знаете, что такое любовь? Это принятие. Это когда ты человека принимаешь целиком. Вот тебе все нравится. Вот все. Даже если он в мешок залезет, ты его будешь любить в мешке. Вот в этом и есть секрет любви. А когда вас хотят поменять, ваши какие-то черты характера, вашу внешность, вас не любят, вас просто хотят переделать. Обратите на это внимание, это очень важный такой момент, составляющий жизненный. Потому что люди, которые вас любят, они вас принимают целиком. И будьте честны друг с другом. Самый дорогой ресурс – это искренность. На искренности. Искренность – это основа для любви, это основа для дружбы, это основа для прекрасных взаимопониманий, даже деловых. Искренность и честность – вот это у нас было. Это так легко было. Это были такие красивые отношения. Уважайте друг друга, дорогие подписчики. Уважайте время друг друга. Знаете, если вот мужчина оставил женщину и через там какое-то время возвращается просто потому, что не удалось построить отношения с другими, то наберитесь уже смелости, не возвращайтесь, вы уже оставили женщину. Будьте искренними. То же самое и женщины. Если вы оставили мужчину, потому что вы поняли, что не получается с ним отношений хороших, не ваш мужчина, наберитесь смелости и оставьте человека. Когда вы говорите человеку «нет», вы даете шанс встретить другого человека и себе, и ему. Я знаю, мой брат сейчас, если это видео посмотрит, он скажет: «Виктория, какая ты смешная и наивная. На что только способны женщины ради денег?» Он так бы мне и сказал. Ты не представляешь. Ну, он уже в Москве 25 лет прожил. Вот. Но у меня вот в жизни было такое красивое, невероятное что-то. Я вам желаю в жизни любви, желаю в жизни искренности, каждому найти своего человека и очень его беречь и любить. Аминь.